Добро пожаловать в лабораторию экстракорпорального оплодотворения. Данный видеофильм познакомит вас с лабораторией, где проходят процедуры, связанные с искусственным оплодотворением. Вы собственными глазами увидите, как происходит извлечение, оценка и оплодотворение ооцитов и яйцеклеток. Вы узнаете, что с помощью высоких технологий оплодотворение в лабораторных условиях становится возможным. Мы также покажем вам некоторые специальные процедуры, включая ввод сперматозоидов и дополнительную подготовку, так называемую ретушировку эмбриона, которую делают перед пересадкой. Начнем с того, как эмбрионы, яйцеклетки и сперматозоиды хранятся здесь в лаборатории. На инкубаторе есть цветной ярлык. Это идентификационные данные пациента и данные партнера или донора. Информация включает в себя имя, секретный код и дату рождения. Данный инкубатор содержит материал о пациенте. Вы можете это увидеть на полке за стеклом. Для проведения процедуры из инкубатора аккуратно извлекают материал. Его помещают в специальные сосуды. Вы можете видеть капли розовой оболочки на одном, на другом материал, вынутый из инкубатора. Первая процедура называется извлечение яйцеклетки. Специалист определил нахождение и производит забор яйцеклеток. Собранный материал помещается в пробирку. Пробирка доставляется в лабораторию по репродукции. Эмбриолог помещает материал в специальный сосуд на теплую поверхность. Исследователь помещает яйцеклетки под микроскоп. Специальным прибором исследователь отделяет яйцеклетки, чистит их. Яйцеклетку можно распознать как маленький шар, окруженный прозрачной массой. Во время очищения яйцеклетки тщательно отделяются от прозрачной массы, окружающей их. Once all the eggs have been retrieved and thoroughly washed, each egg will have some of the surrounding cumulus cells carefully dissected off to further prepare the egg for culture in a microenvironment. After some of the cumulus is dissected off the eggs are gathered together and maturity of the eggs is assessed. После чего все яйцеклетки собираются вместе и помещаются в другой сосуд, в отдельной капеле для хранения. На нем пишется количество яйцеклеток, и сосуд возвращается в инкубатор в ожидании оплодотворения. При условии нормальной концентрации спермы обычно начинается процедура оплодотворения. Оплодотворение считается обычным в том случае, если сперматозоид находится непосредственно рядом с яйцеклеткой и сам оплодотворяет ее. Перед началом данной процедуры берется материал спермы и помещается в сосуд. The unique patient identification information must be verified by both embryologists before a precise concentration of sperm is placed into each media drop in the culture dish. Здесь вы видите несколько яйцеклеток. Их окружают тысячи сперматозоидов. Каждый из них пытается оплодотворить яйцеклетку. На первый день оплодотворение закончено. Все яйцеклетки помещаются в новый сосуд, но только после того, как эмбриологи отметят идентификационную информацию на них. Прозрачная жидкость все еще окружает яйцеклетки. Это позволяет хорошо рассмотреть их. Насколько хорошо прошло оплодотворение, будет видно под большим увеличением. Яйцеклетка в данный момент окружена цитоплазмой. Это дает понять, что теперь она оплодотворена и имеет как материнский, так и отцовский генетический материал. На второй день эмбрионы помещаются под более сильный микроскоп для того, чтобы увидеть, как делятся клетки. К этому времени эмбрионы, как правило, достигают уровня деления клеток.
Вместе с количеством клеток анализируются и другие факторы, такие как уровень фрагментации и равномерность. Все обнаруженные факторы документируются, и эмбрионы оставляют в покое до следующего дня. На третий день эмбрион, как правило, уже поделился на 6 клеток. На основе качества и количества доступных эмбрионов определяется, будет ли совершаться процедура пересадки на третий день, или эмбрион будет дожидаться стадии бластоцисты. Успешное развитие эмбрионов достигается на третий-шестой день, и теперь они называются бластоцисты. Количество бластоцисты характеризуется ее размерами и организацией клеток, начинающих проявляться вокруг оболочки. От 3 до 5 дня, в зависимости от каждого конкретного случая, происходит трансплантация. После обсуждения с пациентом того, сколько эмбрионов он хотел бы трансплантировать, эмбрионы будут перенесены пациенту в полость матки. Эмбриолог берет длинный гибкий катетер с вашими эмбрионами и помещает их в полость матки через цервикальный канал. Вы можете видеть катетер в матке с помощью ультразвука. Эмбрионы помещены, и теперь катетер вынимается и проверяется правильность посадки эмбрионов. По разным причинам могут проводиться различные специальные процедуры. Одна из них – это внутрицитоплазматическое введение сперматозоида. Данная процедура проводится при помощи высококвалифицированного эмбриолога и включает в себя отделение сперматозоидов и введение их в яйцеклетки. До начала процедуры оплодотворения ученый еще раз проверяет целостность сперматозоидов и тщательно отделяет их, используя микроскопическую иглу. Далее сперматозоиды помещаются в иглу, после чего берется яйцеклетка. В нее осторожно вводится игла, один сперматозоид помещается внутрь. Здесь процедура увеличена в 1000 раз, и вы можете увидеть сперматозоид на конце иглы до введения. Яйцеклетку поместили в специальный сосуд до следующего дня, чтобы проследить за тем, как прошло оплодотворение. А на третий день уже возможна пересадка эмбриона в полость матки. Следующая процедура называется дополнительное ретуширование, при которой проходит дополнительная очистка эмбриона от того, что окружает его. До начала процедуры эмбрионы тщательно проверяют. Их помещают в специальный сосуд для проведения проверки. Далее сосуд помещается в манипуляционную станцию, где специалист, используя трубку слева и чистящую трубку справа, произведет ретуширование, что является последней операцией перед трансплантацией. Качественные эмбрионы могут годами храниться в замороженном состоянии. Для заморозки эмбрионов сначала их осматривают специалисты. Это и есть первый шаг. Второй шаг: эмбрионы в пробирке помещаются в камеру с жидким азотом для хранения при температуре минус 160 градусов по Цельсию. Все пробирки имеют идентификационные номера пациентов, а эмбрионы здесь могут оставаться замороженными долгие годы.
Надеемся, что вы узнали много нового, и вам понравилась экскурсия в лабораторию экстракорпорального оплодотворения. Мы надеемся, что это поможет вам понять процедуру ЭКО и сбыться вашим мечтам.